режимы смешивания в пиксель-процессоре. Тут полностью практическая работа. Мы будем создавать в пиксель-процессоре все режимы смешивания, которые встречаются в дизайнере. Multiply, Overlay, Subtract, Screen, AddSub и другие. Написав алгоритмы смешиваний, мы научимся понимать суть этих смешиваний. Не секрет, что нода Blend одна из самых частых в дизайнере, но тем не менее многие боятся использовать весь арсенал режимов смешивания в данной ноде, так как попросту не понимают, что делает тот или иной режим. Это видео как раз поможет избавиться от таких непониманий. Сейчас мы немного попрактикуемся и заодно изучим внутреннюю часть ноды Blend. То есть мы изучим все режимы, с помощью каких алгоритмов они работают. То есть мы убьем сразу двух зайцев. Мы попрактикуемся в пиксель-процессоре и заодно изучим алгоритмы всех режимов смешивания. Сейчас мы рассмотрим ноду Blend. Допустим, возьмем клауды 1 и 2. И возьмем режим смешивания добавления. Да? Только давайте возьмем здесь histogram range, поставим сюда. И здесь histogram range. Нет, давайте поставим тут levels. Так будет проще. И затемним одну и вторую. Тогда у нас при сложении не будут высветляться пиксели. Итак, у нас получилась какая-то карта. Давайте мы сделаем свою ноду Blend, которая складывает одну и другую карту. Итак, мы берем, вставляем, во-первых, мы делаем пиксель-процессор Grayscale, вставляем в него Cloud Z1 и Cloud Z2. И уже заходим и начинаем обрабатывать всю эту информацию. Мы берем нашу переменную getFloat 2 под названием pos, позицию пикселя каждого. И теперь берем SimpleGray. Сейчас в данном случае SimpleGray берет пиксель из input 0. Смотрите, input 0 это вот этот вход. Если мы сейчас возьмем дубликат и поставим здесь input 1, то у нас вот эта нода будет брать значение пикселя с input 1. И получается, что каждый пиксель этой картинки будет что-то делать с каждым пикселем вот этой картинкой. Один и тот же каждый пиксель. Потому что у нас переменная pos идет и туда, и туда. И теперь мы просто возьмем и сложим. Это у нас и получилось как раз нода Blend смешивание. Add. Сравниваем. Одна и вторая идентичны. Точно так же мы можем взять Subtract, сделать вычитание. Здесь, если мы делаем Subtract, у нас вычитается. Картинки разные, потому что вычитается с нижнего слоя в верхний. Заходим в пиксель-процессор. У нас получается, что с верхнего вычитается нижний. То есть нам на самом деле надо взять, поменять местами. То есть с нижнего вычитается верхний. Давайте мы будем обозначать это. Это у нас Subtract. Add мы сделали, но не сохранили, да?
Это у нас blend add. Пошли дальше. Multiply. Смешивание по мультиплаю. Что делает Multiply? Он верхнюю картинку перемножает с нижней. Поэтому мы просто берем и перемножаем. Смотрим, что у нас вышло. Multiply тут, Multiply наш. Все сходится. Дальше, после Multiply, я покажу вам режим Screen. Что он делает? Вот здесь уже пошло интересное. Multiply и Screen это в принципе то же самое, только он берет и перемножает значения инверсные. То есть из единички, если вычесть одну карту, и из единички вычесть другую, и вот это вот мы если перемножим, и опять, сейчас я пока напишу, и опять вычтем из единицы, то это у нас как раз будет screen. Почему так сложно? Объясняю. Давайте мы возьмем линейный градиент. Cross-section нам поможет. Cross-section у нас будет по Y. Смотрите, если мы делаем multiply линейного градиента, то он у нас получается, так, сейчас, секунду, multiply, то он у нас получается уже нелинейный. А давайте я его разверну сейчас на 180 градусов, так удобнее будет. Вот. Помните, я вам говорил про функцию возведения в степень? В принципе, есть такая же нода тут, который умножает. Вот сейчас четвертая степень получается, да, то есть это то же самое будет, как если мы сделаем multiply по мультиплаю вот так вот, то вот здесь вот четвертая степень будет. И смотрите, если мы воткнем сюда, мы видим, что плавное закругление идет в районе нуля и неплавное в районе единицы. То есть, что делает у нас multiply? Будет хороший пример, я знаю какой. Сейчас, секунду. Мы возьмем shape, возьмем пирамиду, сделаем небольшой тайл, да? Выкинем нормалку. Ну, не знаю, наверное, сильно. Поставлю здесь normal. А здесь у нас будет height. Закину все на 3D. Сейчас, секундочку. Смотрите. Давайте еще аушку добавим. Вот. То есть сейчас, если мы возьмем и перемножим по мультиплаю,
Так, вот это у нас blend по мультиплаю, да? Если мы возьмем и перемножим это по мультиплаю, то у нас на выходе получится, посмотрите, вот такая форма. То есть там, где 0, там у нас скруглилось. Смотрите внимательно. Вот где 0, происходит скругление. Это все хорошо, но бывают моменты, когда нам нужно наоборот, чтобы вот эти вот части выступающие, наоборот, скруглялись. А здесь у основы оставался острый край. Для этого нам пригодится режим как раз Screen. Если мы переведем его в режим Screen и подключим, мы увидим, что у нас как раз вот в районе единички, смотрите, становится плавно, а в районе основания, в районе нуля, остается резкий переход. Почему это происходит? Потому что мы здесь инвертируем одну картинку и другую, и при перемножении получается, что у нас, допустим, то, что было около единички, ближе к нулю. И вот ближе к нулю оно становится еще ближе к нулю. И потом, когда мы инвертируем обратно, то он у нас будет ближе к единице. То есть это, то есть режим получается, режим screen как инвертирование, ну такое в кавычках инвертирование, мультиплая. Это точно так же, как добавление и вычитание. Ну, я считаю, что так. Следующий режим смешивания. Ну вот два легких режима, макс и минимум, да, давайте мы их разберем. Так, это мы отодвинем в сторонку. Давайте мы обзовем это макс. Зайдем сюда. Это мы удалим. Итак, все очень просто. Макс и минимум он показывает только максимальный. Так, это у нас макс. Только максимальный пиксель из двух картинок входящих. То есть входящие у нас одна и вторая картинка. Он проверяет каждый пиксель. Какой максимальный, максимальный он и будет показывать. Сейчас мы делаем выход на output. И у нас вот максимальный. Так, здесь если мы поставим max. И здесь max. Все совпадает. Так, это max. И точно так же минимум. Минимум. Для этого, как вы уже догадались, есть нода min. Проверяем, правы мы были или нет. Минимум. Минимум один и там совпадает. Окей. Дальше. Ну, switch я не буду пока про него рассказывать. В принципе, он для производительности нужен. Divide. Divide деление. Тут главное сейчас понять, какой слой на какой. Смотрите, получается, что нижний делим на верхний. По-моему, так. Так, нижний у нас верхний, делим на нижний. Тут, извиняюсь. Проверяем. Divide. Да, все верно. Нижний делим на верхний. Это у нас divide. Дальше у нас пойдут два интересных режима, AddSub и Overlay. Но прежде чем к ним приступить, давайте мы создадим небольшую ноду в пиксель процессоре, которая будет у нас сравнивать две карты
И если они совпадают, то, допустим, у нас экран будет беленький. Давайте создадим вход 1, вход 2. Заходим в пиксель процессор. Берем getFloat, переменную каждого пикселя. И берем ноду SimpleGray. У верхней input 0, у нижней будет input 1. И теперь мы сравниваем каждый пиксель. Для сравнения мы воспользуемся вот такой нодой. Что она делает? Она сравнивает два числа. На самом деле у нас тут на вход идет float1 и float1. Она сравнивает эти два числа. Если они совпадают, то правда на выходе. Поэтому у нас оператор if-else. Итак, если у нас совпали, то у нас будет, как мы договорились, белый цвет. Извиняюсь, не то. Белый цвет — это единичка. Если не совпали, то 0. А хотя давайте наоборот поменяем. Если совпали, то будет 0. Если не совпали, то будет единичка. И делаем ее выходной нодой. Мы видим, что черный экран. Давайте еще создадим одну ноду. MaxMin. Что она делает? Она выводит минимальный пиксель и максимальный пиксель картинки. Если я подключу сейчас к Clouds 1 MaxMin, то мы видим, что минимум 0, то есть где-то тут черный пиксель присутствует на картинке, и максимум почти белый. В данном случае у нас в пиксель процессоре и минимум, и максимум 0. Значит, карты совпадают. То есть, если я сейчас возьму и, допустим, возьму те же Clouds 1 и просто чуть сделаю Disorder, у нас получается полностью белый экран, полностью поменялось. И все у нас максимум и минимум. Минимум 0, максимум 1. Кстати, какой-то пиксель совпал. Вот, не верь глазам своим, да? То есть где-то тут черный пиксель есть. Поэтому хорошо, что я сдублировал сравнение, то есть сравнение визуальное и еще сравнение цифрами у нас будет. Давайте еще сразу же протестим, работает у нас все или нет. Возьмем Shape, возьмем круг. Допустим, из первых клаудзов я вычитаю круг, как-нибудь вот так вот, и подключаю во второй слот. И мы смотрим, что у нас показывает. Пиксель процессор показывает, что вот эта центральная часть, она не совпадает. А то, что черные, совпадает. Значит, у нас все работает. Давайте мы обозначим это как сравнение двух карт. И создадим здесь два входа. Это мы удалим. Итак, режим смешивания от SAP. Берем две карты. Clouds 1, Clouds 2. Берем Blend. И смешивание. Применяем смешивание от SAP. Что этот режим делает? Этот режим берет, сравнивает пиксель верхней картинки. Если он больше 0,5, то есть больше серого, то он верхний пиксель прибавляет к нижнему. Если верхний пиксель меньше 0,5, то он начинает вычитать из первой картинки верхний пиксель. Давайте изобразим это в пиксель процессоре. Я подключаю Cloud 1 и Cloud 2. Так, не сюда.
Надо создать новый пиксель процессор. Верхний слой. В верхний слот закидываю Cloud 1, в нижний Cloud 2. И начинаем. Опять создаем переменную getFloat2, которая берет координаты текущего пикселя. И применяем SimpleGray. Она берет пиксель из верхней картинки, input 0, и пиксель из нижней картинки с одними и теми же координатами. Итак, верхний пиксель. На самом деле у меня раньше была достаточно сложная схема. Я создавал, я думал, как он работает, этот режим смешивания. И у меня достаточно сложный алгоритм был, но в процессе я придумал более легкий вариант. То есть сначала я все пиксели привожу к формату от минус единицы до единицы. То есть сейчас здесь у нас от 0 до единицы карта, а я хочу привести карту в формат от минус единицы до единицы. Как это можно достичь? Мы можем вычесть из каждого пикселя 0,5. Получается сейчас вот здесь вот у нас карта идет со значениями от минус 0,5 до плюс 0,5. И теперь это нужно просто умножить на 2. Мы умножаем на 2. И сейчас получается у нас эта рамка расширяет значение каждого пикселя и сдвигает чуть вниз. Получается, мы переводим каждый пиксель в формат от минус единицы до единицы. То есть вот я здесь пометил. Дальше. На самом деле мы могли бы сделать так. То есть логически нужно просто проверить. Все, что больше нуля сейчас, то есть это больше 0,5 изначально, потому что мы вычитали. Давайте я сейчас покажу. То есть, грубо говоря, у нас есть прямая. Здесь варьируются какие-то переменные. Они у нас идут от 0 до единицы. Это вот начальный вход. Дальше. Нам нужно проверять вот это положение пикселя. И сейчас, так как график съехал вниз наполовину и растянулся, сейчас вот это 0,5, она опустилась вниз и осталась на нуле. То есть сейчас будет сравниваться пиксель с нулем. Если у нас пиксель больше нуля, давайте такое выберем. Если у нас пиксель больше нуля, то просто прибавляется вот это значение с нижней картой. Значит, мы низ прибавляем с верхом. А если у нас получается пиксель меньше нуля, то нам нужно его вычитать из этой карты. Но вот в чем прикол этой рамки? То, что у нас все, что меньше нуля, оно уже отрицательное у нас. И получается, если мы сложим, то на самом деле они вычтутся. То есть положительное значение вот отсюда и минус значение отсюда. И у нас получается вычитание. И вставляем сюда. И мы видим, мы можем поставить эту output ноду. И мы видим, что у нас происходит одно и то же действие и когда правда, и когда ложь. Значит, мы можем просто взять и сделать финальной нодой вот это, а это все удалить, чтобы упростить. Давайте сравнивать. Значит, у нас наш ADSAP
и AdSub бленда. Чтобы сравнить, нужно сделать пиксель процессор Grayscale. Выход. Сейчас Color по умолчанию стоит. Мы ставим Grayscale. Кидаем в сравнение Blend и наш пиксель процессор. Смотрим. Пиксель процессор полностью черная карта. И здесь карта, что нам подсказывает min-max минимум 0, максимум 0. Полностью совпало. Алгоритм данного смешивания мы определили. Достаточно просто. Итак, следующий режим смешивания у нас будет Overlay. Я сдублирую наш AdSub. Создам рамку для него. Overlay. Что делает режим Overlay? В принципе, давайте я здесь поставлю. Overlay тут стоит. В принципе, он также сравнивает значение пикселя больше 0,5 или меньше, но теперь он сравнивает не верхние пиксели, а нижние пиксели. То есть он берет нижний пиксель, сравнивает. Если 0,5, то он выполняет режим смешивания screen. Если меньше 0,5, то он выполняет режим смешивания multiply. Смотрите, чтобы было более понятно, я возьму градиент линейный, возьму cross-section. Сейчас у нас получается линия. Если мы этот градиент возьмем и пропустим по оверлею сам на себя, то у нас получается сгладилась нижняя часть и сгладилась верхняя часть. Обратите внимание, что в режиме наложения AdSub у нас достаточно резкое было прибавление верхнего пикселя и вычитание верхнего пикселя из нижней картинки. И получается, у нас были засветы. Вот мы видим засветы. И черные пятна. То есть черные пятна тоже появляются. То есть пропадает информация. Это хорошо AdSub использует для масок, к примеру. А режим Overlay, он более мягкий получается. То есть здесь у него срабатывает режим Screen. Давайте я сейчас продублирую. Поставлю здесь Screen. Мы видим, да, что верхняя часть у нас сглаженная. Как раз вот как вот здесь вот идет. И нижняя часть Multiply. То есть, грубо говоря, Overlay это смесь этих двух режимов. Но проверяется, тут самое главное помнить, что проверяется не верхний пиксель, а нижний пиксель. И давайте здесь мы оставим, вот это я удалю, мы оставим вот эту форму преобразования, потому что она также работает здесь. Но только я поменяю местами. Я здесь поставлю input 1, и чтобы не путаться, я опущу вниз. А это поставлю input 0. То есть это нижний пиксель, это верхний пиксель. Итак, сравниваем это с нулем. Если больше нуля, нижний пиксель, то у нас срабатывает режим Screen. Режим Screen, помним, что у нас инверсные значения перемножаются и потом опять происходит инверсия. То есть мы вычитаем из единички, как мы делали. 1 минус вот это значение, это получается у нас инверсное. Но также можно воспользоваться функцией. Давайте ею и воспользуемся. One minus. Здесь и здесь. То есть это инверсные значения и верхнего, и нижнего пикселя. И их перемножим. И не забываем сделать опять one minus. Инверсию. Это у нас получается screen.
он у нас происходит, когда нижний пиксель больше 0,5. Если уже из этой рамки пиксель меньше 0,5, то есть получается меньше нуля он выходит из этой рамки, то у нас происходит режим multiply. Если мы сейчас перемножим, можно было подумать, что это multiply, но не забываем, что я здесь преобразовал формат, и у нас получается все, что меньше нуля, отрицательное. Поэтому нужно прибавить единичку к этому ко всему, к отрицательным числам. Я прибавляю 1. И только теперь я перемножаю на верхний пиксель. И это у нас уходит вот сюда. Проверяем, что у нас получилось. Оверлей, оверлей. Вставляем в наше сравнение карт. Я вижу белые пиксели. Так, еще раз. Все равно есть белые пиксели. Я сейчас их сравнил. Смотрите, вот этот белый пиксель. Я беру оверлей, который по умолчанию. Так, вот он, белый пиксель. Здесь получается значение 38,0,301. А здесь 38,0,316. Я считаю, что в принципе мы на верном пути. То есть алгоритм правильный, как вариант, просто дизайнер чуть-чуть по-другому считает. Так, режим Overlay и режим AdSub прошли. От себя хочу добавить, что эти два режима очень часто используются с картой Curvature. Откроем наши плитки для курватуры. То есть если мы возьмем, давайте курватуру Соболь, и возьмем, смешаем его с бейсколором, Blend, градиент, и поставим режим AdSub. Смотрите, что произошло. Так, давайте мы поставим здесь какой-нибудь color, допустим, вот такой. И у нас получается, что... Сейчас, секунду. Давайте я выдавлю. Так. Получается, что края, которые выступающие, они у нас становятся белыми. То есть таким образом мы можем, допустим, делать какую-то стилизацию. Вот в курватуре есть, допустим, курватура Smooth. Она прям делает плавные, да, вот такую стилизацию. То есть в режиме наложения AdSub небольшого, не максимального, а небольшого, получается, что на светлые пиксели он прибавляет. То есть там, где курватура светлая, он прибавляет к картинке светлый свет. Там, где углы вогнутые внутрь, то там темная курватура, и она вычитает из нашей картинки. Это очень удобное смешивание именно с курватурой. Следующий режим наложения, который мы будем
проходить, это последний SoftLight. Что это за режим? На самом деле это практически оверлей. Давайте я сейчас включу нашу подсказку. Я беру линейный градиент, ставлю SoftLight и смотрим. То есть получается вот оверлей. Вот это оверлей. Это SoftLight. Они очень похожи. На самом деле в интернете я пытался найти информацию про это. И насколько я понял, нету четкой формулы у каждого программного продукта. Но смысл в том, что также сравнивается нижний пиксель. Если он больше 0,5, то происходит у нас режим screen. Если меньше 0,5, то происходит у нас режим multiply. Но в данном случае происходит плавный переход. Этот плавный переход я сделал через интерполяцию линейную. Смотрите, ребят. Так, я это все удаляю. Значит, нам нужна линейная интерполяция. Что эта нода делает? Она берет на вход, смотрите, тут подсказка, берет на вход какое-то значение от 0 до единицы. И получается, что если сюда входит 0, то у нас используется вот этот слот. Если сюда входит единица, то у нас используется вот этот слот. Тут могут быть любые значения. И получается, что если у нас входящий 0, то получится на выходе у нас минус 0,38. Если входящая единица, то на выходе у нас будет 0,8. И вот этот вот переход от 0 до единицы, он линейный, плавный. И получается, что на вход я беру, вставляю нижний пиксель. И теперь верхнюю часть, это если входящий будет 0, то есть это здесь нулевой пиксель, темный. У нас будет перемножение multiply. Мы перемножаем низ наверх. Вставляем его в этот слот. И если у нас на вход единица будет, то у нас срабатывает четкий скрин. То есть мы делаем инверсное значение верхнего и нижнего пикселей, перемножаем и также инвертируем. Это у нас получается скрин. И теперь получается тут плавный переход от мультиплая к скрину в зависимости от того, какой пиксель. И ставим эту ноду выходной. Так, да, вот. Давайте обзовем его SoftLight. И проверяем. Он немножко не совпадает. Вот я и говорю, что четкого решения не нашел, но очень похож получается. Смотрите. Вот это SoftLight, который у нас в дизайнере по умолчанию. Это SoftLight, который мы сделали. Мы видим, что наш SoftLight чуть-чуть контрастнее получился. Но принцип приблизительно такой же. Забыл я про один момент. У нас же в бленде помимо режимов смешивания есть еще и opacity. Как оно делается? На самом деле opacity делается очень просто.
Мы берем. Так, это не то. Мы берем любой режим смешивания. Давайте возьмем AdSub. Давайте попроще, что возьмем не AdSub, где-то у нас тут был. Да, вот, допустим, режим смешивания Add. Создадим новую переменную. Она у нас будет opacity. По умолчанию оставим единичку. И здесь что происходит? У нас получается режим смешивания, вот этот вот. Это режим смешивания Add. А это background. И нам нужно на самом деле сделать линейную интерполяцию. Возьмем ноду линейную интерполяцию. Сюда на вход будет у нас поступать наша переменная opacity. Я opacity неправильно написал. Я надеюсь, вы меня простите. Давайте исправлюсь. Я смотрю, что-то режет глаз. Так. Значит, на вход поступает переменная opacity. И если у нас единица, то непрозрачность стопроцентная. Значит, у нас происходит режим смешивания. А единица у нас вот этот вот. Если 0, то вход А. То есть режим смешивания будет полностью прозрачным, значит будет показываться только нижняя карта. И мы, если сейчас поставим здесь финальную ноду, проверяем режим смешивания. Мы берем opacity, начинаем скручивать. То есть мы видим, что у нас нулю. Так, я ошибся. Да, потому что у меня все наперекосяк стоит, и я перепутал. Непрозрачность у нас 100%, то есть единичка, значит у нас, давайте сюда получается на единичку входит режим смешивания. Если opacity у нас равняется нулю, то background. Проверяем. Давайте на превью посмотрим. Так, получается, у нас opacity в нуле. Режима смешивания, режима добавления никакого нету. Получается нижний слой. Вот он нижний. Сравниваем, карты одинаковые. Вот это режим смешивания сложений у нас получается выглядит вот так. Давайте мы opacity выкрутим в единицу. Сравниваем. Все сходится. Давайте ради эксперимента поставим любое число opacity 0.72 и его просто скопируем на нашу переменную. Сравниваем карты. Все сходится. То есть opacity настраивается вот таким образом. Итак, мы проделали большую практическую работу в пиксель-процессоре и прошли заодно все режимы смешивания. То в данном случае вы теперь понимаете, какой режим что делает, и скорее всего вы уже будете знать наперед, какой режим смешивания применять в Blender.